Raya Rajaram-Ransuk, a Thai artist. Raya Rajaram-Ransuk is Таиланда. Here she's taking these rather good reproductions of famous paintings. Он берет и берет репродукции довольно сильных художников, в данном случае это Мане. Put them up in the fields, just outside where she has her studio in Shanghai. Выставляет их где-нибудь на поле, и в таких местах у него обычные свои студии, недалеко от Шанхая. And she's invited the villagers to talk about these works. Она приглашает жителей окрестляжащих сел приходить и смотреть такие работы. So in this video, we have translated their comments and their discussion about what's going on. Это фотографии из видеоработы, где эти крестьяне сидят и комментируют по-своему то, что они видят. And it's kind of fascinating to see what they catch on to, Есть what they find is important, what they don't find important. Интересно наблюдать и слушать за тем, что они считают важным, что они находят не особо важным. In that it's a different educational context and a different cultural context. В данном случае не только культурный контекст другой, но еще при этом практически всякое отсутствие образования наличествует. И все равно интересно слушать их наблюдения. Next, please. Next, please. Next. There's another venue. Это другое место. Work by Paul McCarthy. Работа Пола Маккарти. Which was made specially for the Biennale. Она была сделана специально для Биеннале. The Ship of Fools. Называется «Корабль дураков». So one level is illustrating this famous medieval legend against pride and vanity, whereby these people went off on the voyage and their pride and vanity drowned them in the boat. С одной стороны, это было воскрешение той средневековой истории, когда люди, полные тщеславия и богатства, отправились в путешествие, и их же тщеславие их и погубило. But much more, it's his comment on contemporary society. Но в большей степени это его комментарий современного общества. The figures are based on Hummels, which it's a Bavarian-based kitsch porcelain factory that started in the Hitler period in Bavaria. Главные фигурки это сделанные из фарфора. Фигурки очень популярные стали они в 30-40-е годы во времена гитлеровской Германии. And he builds out from that into a kind of deconstruction of contemporary world. Он берет и использует их своего рода как деконструкцию, показывая деконструкцию современного мира. In which the ship, the supposed to be sinking ship, has sprouted a gun, a cannon. И в то время, как сам этот корабль, на котором плывет вся эта инсталляция, тонет и еще и стреляет из пушки. Sydney Opera House, one of the famous icons. Одна из известных очень просто икон Австралии — Сиднейский оперный театр. Work by Choi Jung-hwa, who'll be making something here in Kiev too, back. Работа Чоя Джон-Хуа, и тоже некоторые работы будут представлены здесь. There's actually a sculpture made in the cleavage of the opera house. Эта скульптура была поставлена на одной из расселин вот самого здания Сиднейского оперного театра. Ботанический сад. Работа Фионы Волков называется «Варвары у ворот». Это ульи. Они при этом закрашены всевозможными камуфляжными рисунками. And then at the top of each beehive is an archetypical piece of architecture from the country or culture which that camouflage belongs to. И наверху каждого из этих ульев поставлена фигурка, соответствующая той культуре, той страны, откуда взято вот этот камуфляжный рисунок. So, for instance, the German one has the Brandenburg Gate. Например, если это немецкий камуфляжный рисунок, наверху стояли Бранденбургские ворота. The Iraqi one has the Summer Mosque. А на иракской работе была какая-то мечеть. And so on. И так далее. But the idea was that she would put foreign bees. Но идея была в том, что она туда засадила иностранных пчел. And this has something to do with the paranoia in Australia of things from outside. It's extremely strict to get in there. Основная идея заключается в том, что для того, чтобы сейчас иностранцу попасть в Австралию, нужно пройти очень строгий суровый отбор.
their customs rules are at least as bad, if not worse, than those in the Ukraine. Их обычаи и традиции при отборе для иммиграции может быть такие же серьезные, такие тяжело проходимые, как на Украине. And an idea about the militarization of society also. И другая идея – это милитаризация общества. And from the big trees are falling action man figures of soldiers and others. А с больших деревьев при этом падали еще рисунки и фигурки, изображавшие солдат, которые падают в бою. Next, please. Next, please. Next. And just quickly, a few words from Asia, which were in the National Gallery of New South Wales. Несколько слов по поводу работ восточного искусства, которые можно посмотреть в Национальной галерее в Новом Саут-Уэльсе в Австралии. It's a contemporary work, but working in a traditional way. Но это современная работа, но сделанная традиционным способом. It's showing the thousand-armed canon, the goddess, Japanese goddess of mercy and compassion. Здесь показывается японская богиня милости и снисхождения, которая заряжена 1000 пушек. Может быть, это было сделано в ответ на события, произошедшие в Нью-Йорке в 2001 году. Эта богиня милосердия держит в своих кулаках калашниковы, ножи и пушки. И даже ее фигуры охранников тоже хватают калашников. And then lastly, the idea of having a club and a hub and a more gallery and a performance space for the Biennale. Идея о том, что на Биеннале были представлены клубы и различные танцевальные, какие-то увеселительные учреждения. So just very quickly, next. Что делать? Что делать? That's sorry, back, and that's back. That's it. Вот это. So just now we'll end. Здесь на этом мы остановимся. With a Japanese surf band called Jackie and the Cedrics. Это японская группа под названием Джеки и Седрики. Не слыхали? There's lots more, but I think that's a good place to pause and really take any questions if you have them. Здесь мы сделаем паузу. Паузу можно было бы сделать много, но я думаю, сейчас самое время, если у вас есть вопросы, задать. Thank you. Спасибо.